Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Раиса Демидова. Я главный мастер и основатель студии ручного авторского кружева Delays. Вместе с командой мы создаем изделия на заказ, разрабатываем коллекцию для показа и обучаем мастериц со всего мира вязать крючком в технике ирландского кружева. Впереди вас ждут счастливые минуты новых знаний. Если вам понравилось видео, будем рады вашему лайку и комментарию. Так ролик смогут увидеть больше мастериц, которые хотят научиться этой технике. Приятного творчества! Добрый день! Предлагаю сегодня связать вот такое колечко. Обратите внимание, полностью все петли у нас одинаковые по кольцу и тут. Так, приступим. Берем цилиндр где-то примерно 1,6-1,8 сантиметра. У меня это обычный маркер. И делаем 6-8 навивов. Навивы сделали, снимаем навивы с цилиндра, берем крючок, в центр колечка нашего вставляем и вытягиваем рабочую нить слева направо, сверху вниз, подхватываем и провязываем. Далее по кругу мы провязываем ряд столбиков без накида. На такой цилиндр и на такую толщину нити примерно 24 столбика без накида входят. Итак, обратите внимание, что подхватываем мы нить слева направо, снизу вверх, вот так вот ее крючком подтягиваем. Такой способ захвата нити нам позволяет более плотно присоединять столбики один к другому по кругу. И по кругу провязываем столбики без накида. Хвостик вот торчит, его можно сразу убрать в сторону. Его лучше потом прятать в толщу или просто обрезать, чтобы он нам сейчас не мешал. Ровненько укладываем все столбики. Вот мы довязали. Берем ножницы и обрезаем рабочую нить, немного оставляя хвостик. Вытягиваем нить полностью. Берем крючок более меньшего диаметра. И вот этот хвостик мы вставляем за 2 полупетли первого столбика. Вот видите, мы 2 петли подхватили, 2 полупетли подхватили и протягиваем за 2 полупетли. Теперь вот этот хвостик мы вставляем вот в петлю, из которой мы вышли. Видите, у нас одну как бы полупетлю мы сформировали. Сейчас обратно вот в эту же сюда, откуда вышла, вставляем. Таким образом мы формируем как бы вторую полупетлю. Вот, видите, мы вставили. И вот у нас как бы идет вот здесь по 2 полупетли. Вот, как и шло, так и идет дальше. И соединение вот этого незаметно. Если бы мы соединялись соединительной петлей, его бы было более заметно. Все, сейчас наша задача только спрятать хвостики с изнаночной стороны. Более маленьким крючком это делать удобнее. Либо кто привык, может иглой.
И вот это хвостик начала работы тоже прячем в толщу. Колечки из толстой пряжи мы им не придаем форму, не ставим их на конус, потому что они все равно, пряжа более мягкая такая, она не будет держать форму. Вот такое колечко. И у нас не видно соединения. Приятного вам творчества!